Здравствуйте! Сегодня поговорим о группе, которая умудрилась своей музыкой объединить не только поклонников разных стилей, но и людей с различным мировосприятием жизни и отношением к ней, к этой самой жизни. Речь сегодня пойдет об удивительнейшей американской группе System of a Down. Несмотря на скепсис многих, и название некрасивое, как говорят, и все остальное, я вам скажу, что эта группа в своем роде, безусловно, революционеры. И не только от музыки, но и по своей идеологии, по своему жизненному наполнению, по своему философскому миропониманию. Эта группа удивительна по многим показателям. Начнем по порядку. Она состоит исключительно из этнических армян. 4 человека. Серж Танкян, вокалист, которого мы недавно презентовали в нашем хит-параде. Сольник у него вот-вот вышел, свежайший. Дарон Малакян, гитарист. Фактически архитектор звука удивительнейшего System of a Down, который сочетает в себе зверские гитарные рифы и удивительную мелодичность а-ля Битлз плюс народные напевы. Барабанщик Джон Далмаян, который выпадает несколько из контекста группы, потому что он, в общем-то, не учился. Все учились в одной школе, а он не попал в эту школу, позже пришел в коллектив. И бас-гитарист Шаварш Шаво Ададжанян. Шаво — это прозвище, полное имя Шаварш. Как вы понимаете, для неподготовленного уха тяжеленько слушать эти фамилии, но поверьте, произносить их не легче, но они на слуху, эти люди. Почему армяне? Почему американцы? Где связь? Многие, наверное, знают, что армянская диаспора по всему миру одна из сильнейших и богатейших, скажем так, могущественная. В Соединенных Штатах они занимают одно из ведущих положений. Где-то по некоторым показателям они даже превосходят легендарную еврейскую диаспору, одну из самых многочисленных в Соединенных Штатах. Армян в Америке, по некоторым сведениям, до 2 миллионов человек живет. Официальная перепись показала 2011 года порядка 500 000, но многие армяне указывают себя как американцы и идентифицируют себя уже с американским обществом. Но по крови они являются армянами. Их основное сосредоточение — это Лос-Анджелес, откуда, кстати, и наша группа System of a Down, и Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе есть целый район, который называется Маленькая Армения, живут в нем исключительно армяне. Есть пригороды, где армянское население составляет больше 50% населения. То есть это, скажем так, очень мощная и, самое главное, не бедная диаспора. Вы наверняка слышали, был такой человек, как Керкорян. Это один из самых богатейших людей Америки, миллиардер, фактически Лас-Вегас под ним был, и многие киностудии, и шоу-бизнес, и автомобильная промышленность. Керкорян, да. Недавно он относительно умер, дожил до 99 лет. Так вот, он фактически там был как бы таким ореолом понимания, воплощения американской мечты. И многие армяне попали в Соединенные Штаты не по воле своей, а из-за событий, которые связаны, если вы помните, был страшнейший геноцид в Турции в 1915 году. Были страшнейшие гонения на армян в странах Ближнего Востока, где мусульманское население превалировало и, в общем-то, всегда к ним относилось не очень. И они поехали в страну мечты, где многие свои мечты осуществили, в Соединенные Штаты. Калифорния — прекрасное место для жизни, благодатный климат. Фактически та же Армения в миниатюре или в укрупнении. Так вот, группа эта создалась не случайно. Серж Танкян, он несколько выделяется по возрасту, он 1967 года
а остальные там 73-я, 74-я, 75-я, помоложе будут. Началось все с того, с невинных шалостей, как это мы называем, гаражные группы. Люди собираются в гараже, и у нас многие сейчас играют в гаражах, от нечего делать или по влечению душ и всего остального. В общем, время проводят. И вот они создали, эта группа подростков, такую группу, проводящую время. Все они увлекались тяжелой музыкой, Kiss, Black Sabbath, Iron Maiden, Slayer, весь набор подростковый того периода. Ничем не удивительный и ничем не выделяющийся. Группу они назвали Soil, первую играли, так это фактически любительские занятия, но эти любительские занятия неожиданно превратились в то, что мы называем сегодня System of a Down. Притом все это, знаете, происхождение было спонтанным. Играли, получились, возникла некоторая химия, видят взаимосвязь, пригласили в один клуб, второй клуб. И тут уже вмешалась, как всегда, как мы любим говорить, госпожа удача. Она повернулась к ним лицом. На одном из концертов, в одном из знаковых клубов Лос-Анджелеса, Viper Room, на их концерт случайно попал Рик Рубин. Мы об этом продюсере говорили, был бородатый, пузатый, очень успешный. И вот Рик Рубин, ну, как говорится, случайности не бывает. Видать, ему очень сильно про них кто-то наговорил. Решил сам убедиться, явление это, как ему преподносили, или не явление. Он вспоминает, что во время концерта его охватила какая-то вселенская радость. Он смеялся, притом смех был не саркастический, а от души, потому что музыка его эта каким-то околдовала счастьем. Сидел он, говорит, довольный, улыбка во все уши. Позже начал разбираться, в чем же дело. А все дело в том, что группа эта не придерживается никаких металлических канонов. Вот мы, например, знаем, что есть Металлика, да, знаем ее рифы. Там фактически зачастую на 99% все четко выстроено. Мы знаем, где Хэтфилд свою партию начнет, где барабаны вступят, где, в общем-то, Кирк Хэммит соло свое вставит и все остальное. А вот System of a Down, у них все дело в особенности их ритмической подачи. Ритмика очень разная. Одна из песен может включать в себе множество подпесен, куча всеразличных сбивок, вставок и всего остального. То, что слушатель в большинстве своем воспринимает на ура. Но я вам скажу, что у этой группы миллионы поклонников. За всю карьеру они уже продали порядка 50 миллионов альбомов. Но я скажу, что это очень много, с учетом того, что музыки они выпускали мало. Мы сейчас об этом позже поговорим. То есть альбомов номерных у них немного. Показатель этот большущий. Эта группа сегодня в состоянии собрать стадион без всяческой рекламы. Это тоже один из показателей. Ну и, наконец, последний показатель для вас, наверное, более весомый. Это количество их прослушиваний на платных серверах, которые выдают музыку. И они занимают, в пятерку всегда входят. Впереди там только идет, опять же, Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, ну вот, и System of a Down там где-то рядышком и болтаются постоянно. То есть эта группа на слуху. И на слуху сильнейшем. Так вот, Рубин понял, что эту группу надо срочно подписывать. И все равно подмывало понять, что же такое у них отличное. Да все очень просто. Это самая понятная, самая напрашивающаяся мысль. Их этническая принадлежность. Они просто с корнями своими впитали народные армянские напевы, ближневосточные напевы, и им это близко по духу. Вы знаете, бывает такое, что ты даже спонтанно воспроизводишь то, что не хотел. Если тебе в мозг это постоянно с детства входит, а это этим ребятам все входило, то, естественно, они это все и воспроизводят в своем творчестве. Это процесс необратимый. И я вам скажу, что все члены группы родились на Ближнем Востоке, в Ливане, потом позже переехали в Соединенные Штаты. Только вот басист ихний, Шаво Аджанян, он родился в Ереване в 1974 году. И семья пожила немножко даже в Советском Союзе. Видите, какой момент интересный. А позже переехал
Соединенные Штаты. Вот почти советский человек образовался. К России и вообще к странам бывшего Советского Союза одни относятся очень положительно, неоднократно бывали, с удовольствием вспоминают сюда поездки. Сейчас группа находилась в определенном творческом застое, потому что были права на выпуск пластинок ограничены, они их не выпускали аж с 2005 года. В 2005 году вышел альбом Mesmerize и Hypnotize, 2 альбома, которые умудрились в течение года занять первые позиции в хит-параде Billboard. Это редчайший случай, чтобы 2 альбома в течение 1 года от одной группы заняли 1-е место. До этого это умудрились сотворить только Beatles. Но, по-моему, комментарии больше не нужны. Так вот, Рик Рубин группу подписал, вышла первая EP-шка Sugar в 98 году и номерной альбом System of a Down тоже в 98 году, и пошло-поехало. Я вам скажу, эту группу всегда пропагандировал, без ложной скромности. На меня многие меломаны в 98 году, когда я притарабанил сюда этот диск первый, смотрели как на полоумного, честно. Но вы знаете, все меняется, не могли понять ихнюю ритмику. Подача очень странная. Вы послушайте, кто не слушал. А кто слушал и любит их, тот подтвердит мои слова. Так вот, очень сложная ритмика, я же говорю, удивительная мелодичность со зверскими гитарными вставками, напевы шикарнейшие. Серж Танкян балансирует своим голосом от А до Я. И вот группа собрала совершенно недавно в связи с конфликтом армяно-азербайджанским, а я вам скажу, что группа System of a Down одна из самых политизированных, и выпустила двойничок, сингл с 2 песнями. Одна из них, Protect of Land, очень хороша. Очень хороша, вся мощь группы демонстрируется. Группа никуда не девается. Она регулярно собирается для концертных выступлений, но номерных альбомов пока нет. Подождем. Я думаю, будут скоро. Процесс идет, хотя все занимаются параллельно выпуском сольных альбомов. Я вам скажу, что очень напрашивается ваше внимание обратить на них. Послушайте, это как раз то, что выделяет эту команду из кучи команд металлического плана за счет своей специфики, этнической принадлежности и отношения к своему пониманию мира. Группа очень и очень оригинальная. Это как раз тот случай для любителей нашего канала. Вы же любите оригинальное, неожиданное, странное, чудное, даже моментами придурковатое, поэтому как раз это все фрикообразное и порождает то, что мир является неординарным. Поэтому слушайте System of a Down, наслаждайтесь хорошей музыкой. Спасибо за просмотр, всего вам доброго.